Свыше 1 200 000 зараженных, 70 тысяч умерших от COVID-19, нехватка продовольствия у США – большие проблемы. Но вашингтонским разносчикам демократии не до них. Вместо того, чтобы бороться против эпидемии, американская элита продолжает попытки установления марионеточных режимов в странах, где можно поживиться природными ресурсами. И делает в штаны, как это снова произошло в Венесуэле. Чем меньше у США возможности решать вопросы в привычной для них манере залить все деньгами, тем чаще происходят всякие конфузы. Например, недавнее позорище с самолетом как бы пятого поколения F-35. Это как раз тот случай, когда сколько денег ни лей, оно не помогает. Потому что инженерная школа деградировала, а на смену реальным достижениям пришла имитация ради миллиардных распилов. Аналогичная ситуация и в американской внешней политике. Вашингтон всегда делал ставку на силу, а еще на привычную схему купить часть местных элит, чтобы они помогли свергнуть неугодное правительство. Совсем недавно в южноамериканской Боливии это снова дало результат, потому что свергнутый президент Эво Моралес вел себя уж слишком травоядно. Но есть еще Венесуэла, которая играет для США роль кости в горле. Туда летает наша стратегическая авиация, там работает Роснефть, и там сидит Николас Мадуро, которого уже несколько раз пытались свергнуть силовым путем, но все никак. И вот очередное публичное делание в штаны. Глава МВД Венесуэлы Нестор Ривероль 3 мая заявил, что предотвращено морское вторжение колумбийских боевиков со стороны штата Ла-Гуайра на севере страны. По его словам, боевики попытались вторгнуться в страну на быстроходных катерах. Председатель учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо уточнил, что 8 нападавших убиты, 2 задержаны. Он также заявил, что один из задержанных – американский агент Управления по борьбе с наркотиками. Позже Кабельо сообщил, что вооруженные силы и полиция северного штата Арагуа задержали в понедельник еще 8 участников воскресного морского вторжения, в том числе их лидера Антонио Сикеа. Наемники были набраны американцами из числа бывших бойцов разных силовых структур Венесуэлы, которые ранее дезертировали и перешли на сторону так называемой прозападной оппозиции. А возглавлявший их американец обладает большим опытом участия в конфликтах, развязанных США, от вторжения в Ирак до операций в Ливии и Сирии. Стоит ли удивляться, что из Вашингтона тут же запели, что это не их человек, и что США вообще не при делах? Управление по борьбе с наркотиками США отрицает, что их сотрудник был задержан при попытке вооруженного нападения в Венесуэле, как это утверждают власти страны. Управление не принимало никакого участия в событиях на этих выходных, заявили в пресс-службе ведомства, посоветовав также обратиться в Госдепартамент. А юмор ситуации заключается в том, что об участии США в очередной попытке свержения Мадуро уже вовсю пишут сами американские СМИ. Глава ЧВК Silvercorp USA Джордан Гудро заявил, что в воскресенье 3 мая инициировал операцию по свержению президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Однако она закончилась провалом. Как сообщает Нью-Йорк Таймс, в задачу группы наемников входило проникнуть в Венесуэлу с тяжелым вооружением, в течение 96 часов захватить правительственные здания и арестовать президента страны Николаса Мадуро. Ставка была сделана на деморализацию в армии, но венесуэльцам все же удалось победить ЧВКшников. Неважно, числился пойманный американец сотрудником управления по борьбе с наркотиками или у него была какая-то другая крыша. Понятно, что сейчас, когда он попался, его задним числом уволят из любой правительственной структуры США и будут утверждать, что это была его частная инициатива. Хотя, если опубликованные данные о том, что он работал в секретной службе в Белом доме, верна, то ясно, что санкция на операцию выдана первыми лицами американского государства. Ведь то, что США более 2 лет пытаются открыто свергнуть Мадуро, это общепризнанный факт. Произошедшее показывает, что американские возможности по силовому влиянию на неудобные правительства усыхают. Причем огромный вклад в это вносят сами элиты США, готовящиеся к осенней схватке за президентское кресло. Поэтому неудивительно, что Нью-Йорк Таймс сразу же подхватила тему о неудаче в Венесуэле. Это будет подано как провал Дональда Трампа, а он в ответ наверняка припомнит Демпартии позорище в ливийском Бенгази, где при Обаме от рук выкормленных американцами террористов погибли граждане США. В общем, в Вашингтоне продолжают грызть друг друга. Звездно-полосатая гегемония тем временем слабеет от месяца к месяцу. И это хорошо, потому что мир сможет вздохнуть свободнее, когда экспортеры демократии будут тратить все силы на борьбу против друг друга внутри собственного государства.